Всем привет! Сегодня я в Возделек. Также собираю презенты в Москву. И хочу вам показать обновленные цены. А то мне говорят, что я занижаю цены в Турции. Ну вот смотрите сами, я всегда вроде бы показываю. Так, я хочу взять колонию и маслины. Оливки, маслины. Почему именно Возделек я беру? Потому что здесь упаковывают в вакуум. Давайте пройдем, посмотрим. Вот марка неплохая, турецкая. Далан. Кремы. Значит, выбираем мы колонию. Беру я лимонную, не мудрствуя лукаво. Стоит она 50 лир. И она не в стекле. В моих видео я не раз рассказывала об этой марке Юб Сабри. Самая, наверное, хорошая марка с 1923 года. Техника. Давайте посмотрим цены на технику. Тостер 1000 лир. Чайник электрический турецкий 1400-1399. Мышки компьютерные 249, 159. Такое все. Мы идем больше в продуктовый. Вот куклы. Такая куколка, сколько она? 319 лир. Умножайте, сколько сейчас рубль, я не знаю, или доллар. Кому как интересно. Вот Барби. Какая-то подороже. Так, здесь у нас утварь кухонная. Ну, такие чайники мне больше нравятся, чем электрические. Ну, тоже они прилично стоят. Вот 649. Этот красивый 499. Вот приятный чайничек такой. Светло-кофейный. Зависла. Не знаю, для чего эта чашка. Наверное, в ней что-то готовят или заваривают. Так и не поняла, для чего она. Если кто знает, напишите. Видите, это просто чашечка такая, типа турки. Ладно, идем дальше. Здесь у нас одежда. В Возделеке представлены разные бренды. Я уже тоже неоднократно это говорила. Видите, и Де-факто, и Катон, и Мави. Возделек неплохой магазин. Это такой супермаркет смешанного типа, и супермаркет, и торговый центр. Здесь и постельное белье можно купить, и разные вкусности, и продукты, и товары первой необходимости. Вот такой тортик стоит 205 лир. Ну, что-то очень дешево, на мой взгляд. Какая красота. Цены на турецкий хлеб. Всякие меды, варенье, тахин. Я его терпеть не могла, тахин. Здесь привыкла. Сладкие такие булки круглые, запеченные с тахином. Обожаю. Просто ничего другого не надо, когда позволяю себе сладкое. Так прям трясусь за этими булками. Сливочное масло. Значит, здесь 70, 95, 99. И вот сколько там грамм? 400 грамм. В районе 80 лир. А здесь подороже, видимо, жирность повыше. 400 грамм, 100 лир, 99 с копейками. Видите? Так. Вот тут сколько грамм? Тут килограмм, 159 лир.
Эскихаша, старый сыр, 159 лир. Вот этот мы брали, неплохой. Кстати, ну что-то тут какие-то пакетики, поскольку он, сколько грамм, не вижу. Ну, вот такой сырок, наверное, я возьму. И вот зачем мы сюда приехали. Значит, смотрите, зейтин 79, 89. Здесь дешевле в Вазделек, чем у нас в Гемлике на развес. Намного здесь выгоднее почему-то. Я думала, наоборот, здесь дороже. Так, ладно, давайте будем пробовать. Пробую вот этот по 89. Вот его возьму. И возьму, наверное, 59 немножко. Так, наши маслинки Гемлика. Очень красивые и очень вкусные. Но это не только нам, кого-то угостим еще. Будет у меня под вакуумом. Удобней так. Ну и даже и выгоднее. Я почему-то думала, что Вазделек будет подороже. Маслина оказалась даже выгоднее. Еще и вкуснее. Может быть, суджук взять. Но я не знаю, у меня столько уже всего. Вот, смотрите. Ну, это, конечно, не настоящее шампанское, игристое вино. Вот, смотрите, что-то оно не фокусируется. 600 лир бутылка. Умножайте на свои валюты. 408, ну, тоже 500 лир. Тут какая-то вообще не пойми что, 222 лиры. У меня почему-то близко не показывается цена. Отсвечивает, что ли. Так. Я буду называть 300 лир вино. 214 лир есть вино. 204, 141 вот это. Такие цены. А там что? Водка. Русская водка я не вижу. Какая-то новая водка. 359. Русской водки что-то я не вижу здесь. Ну, в районе 500, от 200 и до 500. Виски у нас стоит 469. Вон, 339, 469 большая, 709. Я думала, дороже будет спиртное. Нет, нормально. Ну так, в нормальном диапазоне, я имею в виду. Ладно. Так, баклажаны 18 лир килограмм круглые, помидоры 29 лир, перец 20 лир, лимончики, помидорчики, не знаю, что-то может взять, мандарины. Ну и мы пошли к специям, орехи разные тут. Видите? Пардон, а килограмм не кадар? Юс? Килограмм 100 лир. Грецкие орехи. Яйца. 15 штук, 45, 50, 66, 15 штук. По десятку 48, 43 десяток яиц.
Ну и мясо. Что тут у нас? Голень индейки, я так понимаю. 192, килограмм 922. Это крылья. Крылья, голень. Вот этот набор, видите, 192 лиры. Курица. Курица. Мясо курицы. Ну, так, чтобы все не перечислять, смотрите сами. Я люблю вот такое мясо. Чем жирнее, тем лучше для меня. Такой я жироед. 141. 395 за килограмм вырезка. Это баранина 395, говядина 219. Ну, вот самая популярная в Турции. Вот эти вот, как их, перзолы, да, 255. Это такие тонкие, нежные, ну, на косточке баранина. 255 за килограмм. У нас килограмм 189, видите, на касте. Ну, вполне. Сейчас все переживают, что с поднятием минимальной зарплаты в Турции все сильно подрастет в цене, но пока все очень-очень даже и нормально. Так, а куда я забрела? Макароны Анкара сколько? 11,75. И вот кофе. Кофе 23. Я не знаю, у нас бывают в Ануре по карте скидки. Я последний раз взяла по 19 лир. Может быть и не брать пока, потом в Ануре взять. Так что не знаю, наверное, не буду я пока брать. Кто будет в Турции закупаться продуктами, какими-нибудь вкусняшками, рекомендую вот эту оливковую пасту. Из черных есть она, из зеленых маслин, в маленьких емкостях и в побольших. Хочу показать, продаются бульоны в баночках, видите, и куриный, и знаменитый это келепача. Кстати, можно разогреть. И очень полезный бульон. И ишкембе чорба, тут и, в общем, и вот того куриный бульон 29. Так что вот. И всякие специи. Розмарин. Вот, можно розмарин взять еще. Ну и все вроде бы. Пока ничего не надо. Карабибер. Черный бибер уже не буду отсюда переть с Турции. Я, по-моему, дочери отправляла. Все, ладно, закругляюсь. Из серии пришла Заколония, видите? Заколония и за маслинами. Набрала опять полную тележку. Артемий Лебедев шутил в 2923. Идем на ярмарку. Суровые русские люди в минус 20. Минус 20. Ощущается как минус 30. И народ ничего не останавливает. Все идут гулять.
году украсили в стиле гжель. Русская печка. А вон на санях едут сверху. Центральная елка в ГУМе. Народу много очень. В кафе пошли, посидим. Пойдем. Кафешка возле елочки в ГУМе. Греемся с дочей. Здоровайся со зрителями, вот как одет человек. В угах. Но все равно не очень тепло. И все равно ноги, да, подмерзают. Но ощущается как минус 30. Но все равно такое праздничное настроение всех. Ну и мы идем потихонечку к выходу опять на улицу. Немного погрелись, выпили кофе. Видите, какая морозная дымка. И вход на ярмарку. Доча, где она у меня? Вон она. Эх, я даже говорю в нос, потому что нос слипся у меня от холода. Отвыкла я от такой погоды. Сядешь сама? Детские карусельки. Видите? Чашки. А это русская печка, сказочный герой. Самовар с баранками. Вот такая красота. Русская печка, самовар, баранки. Минус 30 на улице. Вот что надо покупать в Москве. Вон балаклавы. Видите, какие рукавички. И сколько такие? 4,36. 800. 35-36. Горячий чай 200. Рождественский напиток 300-500. Глитвей, наверное, также. В общем, большая ярмарка, но очень холодная. Отлично, проверяем. А это что за... Вот, смотрите, ребята сделали. Покажите. Вот. Буковка В с одной стороны и буковка Ю с другой. Будут теперь решать, кто главный. Какие. 400 рублей, все в удовольствие. Да? Понятно. Мы и так знаем, кто главный у нас. Я. Так, ну что, 5 минут на улице прошли. Мы опять идем в ГУМ греться. Погреемся, потом добежим короткими перебежками до следующего пункта. Обожаю хохлому. Вообще моя любовь. Смотрите, какая, наверное, сахарница. Да? Красота. Расписано красиво. Роспись по дереву. О, здравствуйте. Красный нос, красные щеки. Да. Дед Мороз и Снегурочка, встань. Дед Мороз и Снегурочка. Кто из нас Дед Мороз, кто Снегурочка, не знаю. Мы сегодня с дочей зашли к Рождеству в Азбуку Вкуса. Это, наверное, один из самых дорогих магазинов продуктовых в Москве. Как один стендапер пошутил, говорит, я захожу в Азбуку Вкуса, покупаю пакет и потом иду в пятерочку. Затариваюсь и хожу. Ну, какие тут цены? Вот, помидоры 340. 340.
240. Помидоры Дагестан. А эти сколько у нас мандарины? Килограмм сколько? 238. 238. Можно череп взять? Помидорки. Ну, давай. Давай. Что тут интересное еще? Огурчики возьми. Какие тут цены в азбуке у нас? Вот на сбор травы 264. Взяла что-нибудь еще? Клубника 250 грамм, 278. Так, фрукты разные. Ягода. Вот тоже дынька. Разные запеканки. Вот запеканка творожная стоит 289. Сырники жареные уже готовые 168-140 грамм. А? Да виноград. Смотри какой. Ага, какой большой. Стоит 2600. Из Республики Корея доставлен. Так, роллы, лаваши. Но мы сюда больше пришли за салатиками. Я предлагаю взять оливье. Опять оливье? Не, я оливье точно не хочу. Я бы взяла оливье. Ну зачем ты? Мы же его только что. Нормально. Ну бери. А это что, и все салаты, что ли? Видимо, да. Что-то тут не ахти выбор. Салатов что-то тут не ахти много как. Можно взять вот этот еще вкусный. Да, давай вот этот Сельдереем. возьмем. Мне нравится. С курицей с сельдереем 148 за 100 грамм. Курица с сельдереем, кальмар с красным. Не, кальмар не надо. А вот курицу с сельдереем дать. Винегрет есть, потом креветки в вяленом томатном. Не, это надо. А целая упаковка? Может взять креветки? Да. Да. А у них 3 дня суток. А. Да, ну давайте вот этот вот. Что еще? Может креветки Еще. не хочешь? Да просто креветки, еще оливье пусть. Вот этот. Оливье килограмм есть. Не, килограмм много. Полкило, да? Да, ну вы кладите, Я скажу. я да. скажу. Просто мне надо знать, маленький, большой, как сколько А хотите. маленький? А килограмм это какой, девушка? Покажите килограмм. Килограмм это будет много. Не, это Не, много. Полкило. полкило. Грамм 600, вот так. Давай холодец возьмем. А, давай. Холодец нормальный, да? Ага. Он какой, домашний, да? Он очень вкусный. Ага. Как оливье, сколько не определились. Ну, 500, грамм да. 600-500, да. Что-то как-то у вас меньше стало салатов. Обычно всегда Нет, такое вот. разобрали. всё. Разобрали, да? Да, очень много. 674 пойдет? Да, нормально. Спасибо. Так, а холодец. Это, может, тогда на горячее что-то возьмем? Там мини-картофель можете взять, я вам советую. А здесь Сейчас что? я вам Ага. покажу, эту картошку. А, Возьми. просто, ну давайте. Да, к холодцу нормально, да? Да. спасибо. Так, а что нам на горячее? Вот это возьмите. Вы сегодняшний А, это очень что? вкусный. Вот это, А, да. с восточным вот Да. это можно. Вот это да? очень вкусно. Потом Ну, вот давай. это терияки тоже очень вкусный. И вот это бедро очень вкусное. Мы сами лично пробовали. Вот. Ну, давай вот Это Вон тот, который вы показывали, цыпленок. цыпленка. Ага. Бери. Так, и цены я примерно поснимаю. А? Спасибо большое, девушка. Ну вот сколько этот цыпленок? 398. Что тут еще? Картошечка с белыми грибами, зеленым луком 328. Макароны даже, видите, 228.
Приготовьте в духовке. Корейка ягненка в соусе. Наршарап. Ну, в общем, тут можно самим взять, приготовить. Ну, такой, я бы не сказала, что очень дорогой. Паштет. Семга, паштеты, осетр копченый в масле 667. Разные масла, вот тыквенное масло почти 1000 рублей, макароны всякие разноцветные, вермишель 349. Здесь маслины, сколько тут маслинки? Оливки итальянские 879. А сколько тут грамм? Икру 250 грамм. Икру, и сколько она тут? 1300. Килограмм. Может, лучше рыбки какой-нибудь возьмем? Омуль 259, упаковка холодного копчения. В общем, разная рыбка, свежая рыба, охлажденная. Ну, тут кокосовое молоко. Цены сколько? 305. Икра разная из баклажанов. Икра кабачковая, вот острая икра. Что тут и тут? Разные колбасы, мясо, фарш. Мясо в Азбуке Вкуса дешевле, чем в Турции, в обычном магазине. Вот куропаточки. И разные колбасы. Рулет фисташка с курино-фисташковый. Ну вот я хотела, знаешь, что-то типа сала, что-то, грудинку, может, какую-нибудь. А как она называется? Римская. Римская? Римская. Римская. Ага. Она, по-моему, года 2 назад она гран-при. Я просто такую и не слышала еще. Да? Мгм. Так, ну а здесь сыры вам покажу. Цены на сыры. Это цены все за 100 грамм. А эта девушка повидла? Мармелад. Ага. То есть я даже не буду перечислять, их тут много. Просто показываю вам, чтобы вы примерно имели представление, что с сырами в России все хорошо. Кофе турецкий, видите, тут сколько он стоит. Это молотый Мехмед Эфенди, 624 рубля. А сколько грамм? 250 грамм. Вино красное сухое Франция, 12 750. 18-13 года. То есть, что тут? Вот 1690 вино белое, сухое, Германия. 1690. Виски 2300, 07, Словакия.
А вот Джек Дэниелс. Сколько? 3,990 США литр. Вот торт Москва. Вот, мам, такие. Вот, да. Одну. Одну? Можно, да. А, Я не хочу. Ты не хочешь? А вот такие треугольнички и внутри вишня. Прослойка. Сметана Тоже с морковь? вишней. Нет. Сметана с вишней. Нет, у нас таких нету. Нет? Ну, Наполеон возьми. Вот пирожное Наполеон. А вот да, мне тогда Наполеон. Один. А мне морковный. Самый мой любимый торт. Это морковный. Орешки. Видите? Так, ну все. И в этом сладком отделе желаю всем сладкого Рождества и благополучия. Спасибо большое. И вам тоже.